зеленый фонарь. Всем привет! Сегодня посмотрим на еще один фонарик из Поднебесной. Изготовлен он, конечно, в Китае, но куплен на сайте Озон, о чем свидетельствует данная наклеечка. Итак, модель нашего фонарика HP500. Есть несколько брендов точно таких фонариков. Все бренды мы опускаем и называем его просто HD500. Вот. Приехал в такой вот коробочке, просто картонная. Здесь у нас какая информация. Фонарь у нас построен на 3 светодиодах. Светодиод основного света у нас L2 и 2 светодиода XPE зеленого свечения. Данные фонарики есть как в красном, так и в белом свечении. Зарядка 5 вольт 1 ампер, мощность 9 ватт, время зарядки 3, я бы сказал-4 часа. В комплекте имеется аккумулятор типа размера 18650, зарядка, порт зарядки Type-C. Ну, конечно же, изготовлен из алюминиевого сплава. Кстати, очень качественно сделан. Не хуже, чем Вуркас и Сафирн. Очень качественно сделан. И в руке очень приятно лежит. Ну и наш фонарик не такой дальнобойный, всего лишь 100 метров, так как позиционируется для каких-то ближних работ. Будто пешие прогулки, прогулки на велосипеде, рыбалка, не знаю, там охота, пикник и т.д. и т.п. Да, и в комплекте приехал вот такой вот прикольный кейсик или чехольчик для хранения нашего фонарика. Вскрываем, посмотрим, что в нем внутри. Внутри есть такой вот сетчатый карманчик, куда можно положить какую-нибудь мелочевочку. Ну и в частности, допустим, кабель зарядки от нашего фонарика. Позже мы все это дело проверим, попробуем упаковать наш фонарь в данный кейс. Ну и вот что нас встречает. Встречает такая вот памятка на русском языке. То есть памятка гласит о том, что перед использованием нужно снять с нашего аккумулятора просто невидимую такую вот термоусадочную пленочку. Он весь упакован. С памяткой понятно. Вот такая вот малышка инструкция на нескольких языках. Русского языка, друзья, к сожалению, нет. Ну, почему к сожалению? Наверное, не к сожалению. Дело в том, что этот фонарик очень-очень прост в управлении. Наверное, проще уже некуда. Проще, наверное, включить-выключить без всяких режимов остальных. Так, в комплекте у нас кабель USB-A на Type-C. Кабелек у нас 45-50 метров. О, давайте мы сразу его сюда и впихнем. Вот таким вот макаром. Конечно же, аккумулятор 18650. Налобная повязка очень классная и приятная. Во-первых, такая толстенькая. Не знаю, как сфокусироваться, но вот толстенькая, миллиметра полтора, наверное, толщина, если не всех 2. И бархатная такая, приятная, вот, конечно же, сидеть хорошо на голове. Ну и, конечно же, хорошо тянется. Как бы там и что бы там мы, конечно, не хранили, не оберегали, со временем эти повязки выходят со строя, растягиваются от работы и, конечно же, от пота. Ну, стоит она, в принципе, копейки, можно прикупить и новые. Но, опять же, это со временем, это через, наверное, пару лет. Опять же, в зависимости от вашего, так сказать, использования. Так, ну и здесь у нас остался сам виновник торжества, наш фонарик HP500. Вот так он выглядит, так исполнен, то есть очень-очень, друзья, качественно. Сразу видите, здесь у нас идет налобное крепление. Крепление пластиковое, не резиновое. Такие крепления мне очень-очень нравятся. Вот опять же, здесь у нас имеется зубчик, который впивается вот в эти вот прорезы. И тем самым наш фонарь не может самопроизвольно ни опуститься, ни подняться. Только под нашим руководством. Вот слышите, как все это дело работает. Работает довольно четко и классно. Так, ну что, произведем контрольное взвешивание нашего фонарика. Посмотрим, сколько же он весит. Включаем наши маленькие весы. Надеюсь, вам показания видны. Устанавливаем наш фонарь. Итак, фонарь весит 51,6 грамма. Устанавливаем аккумулятор вместе с фонариком. И это у нас получается уже полный комплект. 96,9 грамма. Ну, 97 грамм весит наш фонарик. Ну и кому интересно, отдельно аккумулятор 45,3 грамма. Так, ну и опять же, кому уже совсем интересно, давайте я вам взвешу и повязку. Вы уже сами там посчитаете, добавите. 23,5 грамм наша повязочка весит. Вот, закончили со взвешиванием. Теперь хотелось бы мне сказать пару слов о аккумуляторе и показать его соответственно. Так, опять же неправильно, да?
Руфер INR 18650 2000А. На борту у нас 3,7 вольта, 2000 миллиампер, 7,4 ватт-часа. Значит, данный аккумулятор я протестировал зарядным устройством Litokala Li500. И результат вы видите у себя на экранах. То есть это тот случай, когда результат превзошел данные на самом аккумуляторе, что в принципе не может не радовать. Ну и конечно же вы все обратили внимание на внутреннее сопротивление нашего аккумулятора, которое составило, по-моему, на зарядке Litokala 44 миллиома, а мы все знаем, что сопротивление он показывает неверное, поэтому давайте, кому уж совсем интересно, я продемонстрирую, какое же внутреннее сопротивление. Сделаем 3 измерения подряд и посмотрим на сопротивление. Итак, поехали. 31 миллиом, второе измерение. 31 миллиом и третье измерение. 31 миллиом. Вот, то есть отличный показатель для фонарика. Понятное дело, в инструмент его не вставишь особо, но вот фонарики просто замечательно будут работать. Ну что, заряжаем наш фонарик и смотрим, что да как да почем. Ставим плюсом внутрь, но не показал я, что у нас в крышке. Вот такая позолоченная пластинка, вернее пружинка. Друзья, магнитика здесь нет. Внутри также у нас установлена пружинка. Блин, как ее показать? Вот, надеюсь, видно. Пружинка. О чем можно понять вот по этому действию, да. И у нас заявление такое, что у нас фонарик не боится переполюсовки. То есть ставлю минус внутрь. Ух ты! Не хочет, смотри, лезть. Ставлю минус внутрь. Все это дело закручиваю. И пытаемся включить фонарик. Не включается. Разбираем. Меняем наш аккумулятор плюсом вовнутрь. И закручиваем. Да, друзья, еще такой нюанс есть. Вот, смотрите внимательно, когда я буду закручивать крышку, фонарик наш мигнет и тем самым скажет, что я готов к работе. Видели? Вспышка. То есть фонарь нам сказал, я готов к работе. Вот такой вот вид нашего фонарика. С данной стороны у нас имеется кнопка включения-выключения фонарика. Она же является индикатором работы, она же является индикатором зарядки. То есть заряжается красный, зарядился зеленый. А во время работы вот он горит, видите, зеленым. Вот такое вот классное и четкое исполнение. Ничем не хуже, чем фонарики Wurkas и Saphirn. Абсолютно не хуже, как тактильно, так и визуально. Ну, единственное, что, видите, нету здесь магнитика. Хотя он в таком фонаре, в принципе, как бы особо-то и не нужен. Потому как он у нас держится постоянно на лбу. И светим, куда нам нужно. Здесь у нас размещен светодиод основного света L2. Ну и 2 дополнительных светодиода зеленого свечения XPE. Все это дело собрано в одном таком корпусе, который прикручен 4 винтами, соответственно, к корпусу нашего фонарика. Здесь у нас, видите, указан значок зарядка, то есть откручиваем нашу пробку и наблюдаем разъемчик Type-C для зарядки нашего фонарика. Также здесь установлены, видите, вот эти вот резиночки. Дополнительных резинок в комплекте не было. Ну и наш фонарик, друзья, самый, наверное, простой фонарик в использовании. То есть здесь все режимы идут циклически по кругу. Итак, погнали. Первый, второй, третий. Это режимы основного свечения. Дальше у нас идет зеленый свет. И дальше зеленый стробоскоп. И как бы все. Закончены наши режимы. То есть как бы и обзор должен был бы закончиться. Да? Но в данном фонарике еще есть режим SOS, который включается как с выключенного состояния фонаря, так и с включенного двойным быстрым нажатием. Раз, два. У нас работает SOS. Выключаем. Теперь включаем просто фонарик и со включенного состояния. Раз, два. Также работает сигнал SOS. Вот. В принципе, все режимы мы посмотрели. Значит, друзья, давайте я переключу.
На максималке наш фонарь может проработать 2,5 часа, на среднем режиме 4 часа и на низком режиме около 10 часов. Вот. Что касаемо расширенного, будем так говорить, режима, то есть мы из этих 3 режимов можем с вами сделать целых 8 режимов. Что для этого нужно? А для этого нужно всего лишь нажать и удерживать кнопку включения-выключения. Итак, нажимаем, держим и заодно считаем режимы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять с верхнего. То есть сверху падает вниз, опять забирается наверх и вот так вот по кругу. То есть на любом режиме мы можем отпустить кнопку и оставить включенным тот выбранный режим, который вам нужен. В фонаре также имеется память. То есть выключаем наш фонарик. Через некоторое время его включаем. И он включается на том же режиме, на котором вы его, соответственно, выключили. То есть тоже очень удобная вещь. На этом, наверное, по фонарю я все показал и рассказал. Думаю, все понятно. Теперь же попробуем все это дело упаковать в данный чехол. Инструкция нам не нужна. Достанем аккумулятор для того, чтобы он нам сымитировал один дополнительный аккумулятор. И попробуем все это вместить, соответственно, сюда. Ну, также, конечно же, и на лобную повязку. Все это защелкнем. И попробуем вот таким образом все это дело собрать, уложить. Да, чехольчик такой не особо. Кладем дополнительный аккумулятор. Закрываем. И пробуем застегнуть. То есть, пожалуйста, фонарь, плюс доп. Аккумулятор, плюс вот эта налобная повязка, все у нас сюда вошло. Ну, а теперь, народ, пойдем на улицу и посмотрим, как же он у нас светит на улице. Ну, народ, вышел я на улицу, как всегда, 2 ненавистных моих прожектора. Ну что, и погнали. Наверное, я сразу включу низкий режим. Вот сейчас я попереключаю, чтобы вам показать низкий режим. Вот такая вот у нас картина. То есть, видите, вольер, банька, все в принципе видно. Все замечательно, отлично и красиво. Даже он до березок на моих добивает. Освещение гаража следующее. Вот так это все дело у нас работает. Пойдемте посмотрим на ворота гаража, на среднее пятно. Так, я нахожусь от гаража, значит, в метрах, ну, примерно 8-10, наверное, что-то в этом роде. И вот этого среднего пятна, которое вы видите на своих мониторах, я не вижу уже. То есть на глаза это все дело растекается, расплывается, и получается хороший такой свет, как бы заливной. Так, что нам посмотреть еще? Давайте вот посмотрим на сосну, на ворота. И вон за гаражами виднеются деревца. Так, ну а теперь давайте пойдем на исходную и посмотрим средний режим. Вот у нас, это зеленый цвет. Плохо, конечно, что все циклически, но опять же у нас есть память. Вот у нас средний режим. Все намного красивее и ярче. Березки вдалеке видны. Ну и вот так все это дело видно. Уберу фонарь из камеры, потому как фокусируется на фонарь. Так, давайте на ворота посмотрим. Так, вижу пока пятнышко. И вот с расстояния метров 15 я, наверное, уже его и не вижу. Вот так все у нас освещается. Опять же на сосну. Красавица зеленая. Вот уже деревца, считай, хорошо видны за гаражами. В принципе, как бы отлично и шикарно. Так, едем дальше на исходную и включим максимальный режим. Ага, он у нас на максималке, наверное, был. Хлоп, и вот наш максимум. Просто день. Опять же, друзья, напоминаю, на камеру вам видно немножко ярче, чем в реалии. Вот такой вот луч в небо.
идем смотреть на нашу сосну. Вот такая вот зеленушка. То есть освещение довольно-таки хорошее. Хоть фонарь и не дальнобойный. Так, ну и что, и на ворота. Короче, метров 18-20 примерно. Вот пятна я уже этого не вижу. Глазом имеется в виду. На камеру, конечно же, видно. Не знаю, ну фонарик просто замечательный. Так, теперь смотрим остальные режимы. Зеленый цвет. Вот на камере он зеленый, глазом, конечно, видно не так, но такой ненавязчивый, замечательный. В городе приметен, в лесу не заметен, как говорил Вася Рогов про джип зеленый, да? Отлично. Кстати, друзья, на зеленом, вот так, под зеленым таким освещением очень классно можно читать книжки, можно читать какие-то карты в походе, то есть границы получаются намного четче, нежели при свете вот таком белом заливном. Тоже будет полезен и на рыбалке, я думаю, и на охоте. Дальше что мы имеем? Стробоскоп. Ну, вот так он работает. Далеко не видно, перед собой что-то видно. Вот тоже вижу, в принципе, и я, что и вы. Так, ну что, давайте, наверное, по кругу мы погоняем с вами наш фонарь. Макс, средний и минимум. Чтобы вы представляли, что да как работает. Так, теперь выключаю фонарь и включим вот этих вот 8 режимов, чтобы они немножко нам поскакали, и мы увидели разницу. Зажимаю кнопочку, держу. И вот так это постоянно работает. Давайте в небо посмотрим. Видите, как пропадает луч. Ну, шикарный фонарик, ничего не могу сказать. Ссылка в описании. На этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, что были со мной. Огромного здоровья и до новых видео. Ты заходи, если что.